Эй, друзья мои, всем здравствуйте, всем привет, с вами, как всегда, я, Леха, мой ник Антарадун, вы находитесь на канале Hardplay, и третий день моего подарка для вас, такой день летсплеев, то есть тогда, когда я не стримлю, а записываю для вас кучу прохождений разных игр, Ведьмака, там, Дума, и сейчас под эти звуки я бы хотел поиграть в одну замечательную игру, которую я безумно долго ждал. Являюсь фанатом Mountain Blade, именно фанатом, господи, сколько я в нее отыграл под знаменами русской гильдии, наверное, еще учась в институте. Ник мой был Bot2B, если я не ошибаюсь, Bot2B, лучник, копейщик, все, кто меня помнит, все, кто меня знает, все, кто вместе, может быть, с кем-то где-то попадались, играли. Здравствуйте, дорогие друзья, всей гильдии. Всадникам Кальради огромный привет. Всем, кого меня знает, может быть, кто-то еще помнит. Друзья мои, сегодня в наши загребущие руки попала наконец-то эта игра. Ребята уже перевели, по-моему, на 85%, если я не ошибаюсь, на данный момент игра переведена. И очень надеюсь, что мы получим максимальное удовольствие. Все ребята... Все, кто помнит и знают эту серию игр, а фанатов просто, мне кажется, я не знаю, их сотни тысяч по всей нашей планете, матушки этой потаскушки земле. Все присоединяйтесь, мужики, кто что покрепче любит. Я чай, кофе, потанцуем. Кофе, правда, нет, не налил. В следующей серии обязательно надо себя уважить. Всем приятного просмотра. Поехали, ребята. Кампанию будем проходить. Блин, как я ждал эту игру. Я ее настолько ждал, что я уже про нее даже забыл, что она вообще выйдет. Вообще не знаю, вообще ничего не смотрел, понятия не имею, что, где, как. Максимально не смотрел спойлеры для того, чтобы не портить себе впечатление об этой игре. Так, выберите культуру. Это то есть сразу же нам дают выбрать, за кого мы будем воевать. Вландианс. Во Вландианс, вроде правильно прочитал. Потомки авантюристов Запада, кто жил в империи на протяжении столетий до формирования независимого королевства. С падением царской власти они превратились в хорошо организованное феодальное сообщество, вело литым и воинственных дворян, но пока перевод кривой. Короче, в сообщество дворян, которые предпочитают воевать с копьями, пиками на лошадях. Копья, пики, ну такое, на 20% больше обновить опыта для войск до сражения. Хорошо, запомним. В общем, это у нас всадники. Насколько я понял. Штаргианс, потомки... Это, знаете, видать, какие-нибудь норды. Потомки чужих племен Северной Кальрадии. Поскольку империя расширилась в своих холодных лесах, они обнаружили, что готовый рынок для роскошных мехов из лесных животных, которые они традиционно... Атаманы становились князьями превосходства с помощью наемников, которые мигрировали в своих владениях. Они хорошие охотники, странники. Охотники — это 100% сразу будут лучники. 100% мне нужен именно не арбалетчик, а именно лучник. Так, вот это под вопросом. Может быть. Империя. Кальрадийская империя находится в упадке еще до убийства императора Ареникоса. Некогда единое королевство было раздираемо политическим соперничеством. Сегодня эти группировки находятся в состоянии открытой войны, и все же кальрадийцы терпят, как только могут. Технологически они более развиты, чем их соседи, и их мастерство в инженерном деле. Инженеры. Красивой архитектуре, а также делает их экспертами в осадной войне. Так, хорошо. 20 скорости строительства всяких проектов, я понял. Так, это у нас Асерай. Жители пустыни, смесь кочевников. Ну, короче, кочевники. Просто больше ничего говорить не буду. Просто тупо кочевники.
караваны на 30% дешевле. Пока что понятия не имею, что такое караваны. 10% меньше торговой казни. Не знаю, что это такое. Знаете, я вот почему-то нажал, сразу казахов вспомнил. Конфедерация Хузаид степных племен жила кочевым образом жизни. Сорян, ребят, я просто всю ночь еще записывал, у меня глаза в кучу. Но недавно обосновалась в восточной границе империи. Они медленно переходят в аграрном обществе с постоянным центральными центрами городов. Все, я читать уже не могу. Они мастера конной стрельбы из лука, стрельбы. Ага. Конная стрельба из лука и стрельбы. Угу. Угу. Так, кто вот это такие, очень интересно. Ботанианс. Ботаники, ясно. До сих пор помнят старые времена, когда леса простирались на севере Кальрадии, а империи и ее города еще нарушалась их святость. Свирепые войны остаются верны своим традиционным способам, своим традициям, используют большие топоры, двуручные мечи, они у нас как берсерки. Угу. Ага. Угу. Я, наверное, возьму обычного охотника, ребят. Штаргянс. Давайте за них. О, как. Лё, какой мохнатый. Так, давайте, наверное, выберем. Move to enemy! Make a line! Make a circle! Так, ну допустим. Так, это, я так понимаю, перемешать. Ага. Угу. Нихера. Слушайте, ну здесь уже генераторы лица и все остальное прям, я бы сказал, здесь очень развит. Специально потыкал и нисколько об этом не жалею. Что здесь прям очень крутые генераторы сделали. Ну как крутые, довольно примитивно, но по сравнению с той частью выглядит очень внушающе. Так, я думаю, что мы вот из этого с вами запилим. Да, как следует. Давайте сделаем. Так, ширина лица. Я не знаю, стал бы я что-то менять. Наверное, я бы, знаете, что поменял? Прическу сразу. Сделаем из него, знаете, такого... не, ну не бомжа. Давайте что-то вот, наверное, такое. Борода, наверное, что-то вот такое. Нет, наверное, что-то прям вот такое. Не-не-не, во. Оно. Сделаем такого, знаете, мудреца. С луком. Да, борода мне вот это вот. Вот это вот мне понравилась борода. Так, и цвет. Цвет всего этого пока не знаю, где сделать. Маскировка. Маскировка, я не думаю, что здесь прям на что-то влияет. Так уж прям. Так, рост. Ну, рост чуть больше среднего. Давайте сделаем вот так вот. Я думаю, вполне нормально. Так, лицо. Глубина бровей. Да не, оставь нормальный лоб. Угу. Положение глаз, рот, нос, глаза. Угу. Я, наверное, оставлю, ребят, все как есть. Я бы единственное, что только цвет изменил. Нет, подождите. А как же цвет, допустим, волос меняется? Ну да, все довольно просто. Давайте сделаем такого мудреца. Лучника. Надеюсь, у меня это получится как-то сделать. Да, получается так довольно вроде как и неплохо. Да, пойдет. Такс. Ага, здесь они сделали, как было раньше. То есть твоя предыстория, которая будет влиять на то, с чем ты больше, к чему ты, так скажем, больше как бы предрасположен. Хорошо. А будет ли показано? Вы родились в семье
Ну, короче, среди бояр. Вот они как показывают здесь. Ага. Городские торговцы. Нет, мне нужно то, что лучник. Я так думаю, вот охотники. Да. Сразу плюс лук. Тренировка с луком и физическая подготовка позволяет эффективно стрелять из них. Мгм. Разведка. Умение видеть иголку в стоге сена. Вы обладаете навыком следопыта, легко замечаете движение в засаде и обнаруживаете врага в долине. Мгм. Очень полезный, кстати, навык. Бомжи. Тупо, бля, бомжи. Мошенники. Бомжи-мошенники. Найс. Не, будет охотники. Будут охотники, как раз разовьем себе лук. Так, продолжаем. В детстве вы отличались. Это типа харизмы, обаяние. Угу. Торговля. Конечно, торговля тоже может пригодиться. Слушайте, а здесь я не знаю, есть то, что на лук влияет? Вообще нет, ни хрена, прикинь. Да ладно. Я бы, наверное, вот умение общаться с людьми прокачал. Но может помочь. Очень так не слабо. Мне просто интересно, какую мы роль с вами будем отыгрывать. Я вот поэтому так в замешательстве в таком небольшом. Тактика, разведка. Да, давайте общаться с людьми. Умением общаться с людьми. Как и все деревенские дети, вы помогали в деревне пасти овец. Сразу пика появляется. Так, пасти овец. Это у нас метательное оружие. Угу. Это уже как в кузне работал. Создание проектов. Это инженер. Собирать ягоды. Кстати, вот это вот тоже очень полезная вещь. Медицина. Знание о том, как остановить кровотечение, сращивать сломанные кости, удалять из тела осколки. Угу. Опа. Охотиться на мелкую дичь. Плюс еще лук. И плюс еще и тактика. Идеально. Так. Когда вы выросли, вы стали охранником гарнизона. Сразу же дает плюс к инженерке и плюс к луку разведчикам. Также дает лук и езда на коняшке. Пех, это понятно, что будет пехотинец полноценный. Обучаться с застрельщиками. Нет. Нет. Вы знаете, я, наверное, вот ближе к разведчику склоняюсь как-то. Тут как раз и езда у нас прибавится на коняшке. Пригодится. Да, давайте разведчика оставим. Прежде чем вы вступили во взрослую жизнь, полную приключений, ваше самое большое достижение. Победили врага в бою. Спасли деревню от паводка. Это будет лидерство и тактика. Вложили деньги в землю. Кузнец. В смысле? Знания, открывающие в вас способности в ковке металла, выборе лучшей рукояти клинку, работе с шестами, создании чешуи и других навыках, которые пригодятся в сборке оружия и доспехов. Здесь что, ввели крафт? Я так чувствую, я знаю, во что я буду играть в ближайшие лет 100. Здесь, по ходу дела, реально крафт ввели. Слушайте, вот это мне очень нравится. Если здесь реально есть система крафта, то прям вообще идеально. У вас была знаменитая экспада в городе. Мошенничество. Ты относился к людям хорошо. Вы знаете что? Я, наверное, вот это сделаю. Кузнец. Почему бы и нет? История фон. Как и многие семьи в Кальрадии, ваша жизнь стала ненужной войной. Ваш дом был разорен, прохода армии после армии. Ну, криво написано. Короче, после войнами был разорен наш дом. В конце концов, вы продали ваш дом и отправились со своим отцом, матерью, братом и двух младшим братьев и сестрами в новый город. И слышали, что там более безопасно, но вы не сделали это. Попутно
Место, в котором вы остановились, было атаковано рейдерами. Твои родители были убиты, и 2 ваших младших брата и сестра захватили. Но ты и твой брат выжили. А, это с братаном мы будем сейчас. О как. Почему мы выжили? Потому что покорили налетчиков. Ух, хорошо вот это вот. Потому что прогнали их стрелами. Вот это вообще прям будет просто заряд. Ускакали на лошадках. Вы их обманули. Или мы организовали побег. Бля, медицина у меня вообще в говне. Хрен с ним. Давайте прогнали их стрелами. Стургия. Вот как называется правильно. Какое мое имя? Хардплей. Слушайте, ну давайте, блядь, я прям у меня вообще вот так вот все просто, руки чешутся. А что такое, как понять включить смерть? А, с одной жизнью типа играть? То есть они реально сделали с одной жизнью можно? Обалдеть. Получение урона дружественными войсками. Угу. Очень легко, простой. Вы знаете что, давайте на простом все сыграем. То есть здесь есть 3 уровня сложности. Простой это как бы средний идет. Есть реалистичный. Давайте все прям поставлю на простой. Как раз немножечко, ну, мы вкурим. Вообще, что к чему. Скорость передвижения по карте компании. Давайте вот так вот. Все на среднее, короче, выставим. Поехали. Очень хотелось бы просто вникнуть в игру. Блин, сколько лет они ее делали, эту игрушку. Боже мой. Ножен. Ну, часть, видите, еще не перевели. Ты готов? Готов ли ты, короче, к бою? Это похоже на старую тренировочную площадку Легиона. Может быть, мы можем потратить некоторое время и вспомнить свои навыки. Практика может пригодиться, когда мы догоним налетчиков. Я собираюсь начать обучение. Мне нужно знать, что я могу сражаться, если придется. Мы не можем терять время. Да, конечно, нужно посмотреть боевку. Конечно же. Вспомнить все. Так, сейчас папа все вспомнит. Угу. Так, луки, коняшка и боевка. Давай на луки пойдем. Угу. Shift также приближение оставили. Арбалет, лук. Так. Угу. Угу. Ну что ж. Интересно, баллистика здесь есть? Ручки-то еще помнят у папы. С лука стрела летит практически по прямой. Угу. Ага, тренировка с копьем, тренировка с луком. Угу, допустим. Хорошо. Что будет здесь? Здесь тоже как-то что-то нужно выбрать. Тренировка на мечах. Тренировка на мечах. Ну окей, давайте. Угу. Ну все, в общем, ребят, я просто настолько много играл в свое время в эту игрушку, что я не думаю, что здесь прям что-то, знаете, уж дико как-то будет отличаться. Вот прям что-то прям очень сильно.
Я готов, поехали. Я просто, ребят, мне достаточно, в принципе, стрельбы было. Я примерно понял, что к чему. Брат, прежде чем что-то делать, у нас мало еды. Есть деревня к северу отсюда, где мы можем купить продукты и найти какую-то помощь. Ты лучше наездник, чем я, поэтому я дам возможность, короче, вам продолжить путь. Ага. Тавея. Так. У меня теперь есть обычный вопрос. На что вообще здесь делится инвентарь? Так, карта здесь такая же. Ага, беженцы. Беженцы. Типы войск. Скорость вижу. Это наши бабки, влияние, ХП мое, боевая готовность войск, хавчик и мораль спутников. Так, здесь... Ох, ёпте, это что такое? То есть... То есть это как-то можно прокачать? Ну да, наверное. Мощное натягивание. Это прям линейка перков. Окей. Инвентарь. Так, шапка, плащ, между прочим, добавили. Броня, руки, ноги. Это даже конская броня. Ближний бой, дальний бой. Угу. Вес. Все, разобрался. Отряд. Ножен, это мой брат. С щитом. Все, в принципе, четко. Квест. Понял, отправиться туда-то. Угу. Поехали. Ну что ж, друзья мои, началось наше приключение. Очень надеюсь, что оно не закончится так же, как началось. Орос. Староста. Ага. Эта функция отключена. Может быть, мне просто в деревню нужно зайти? Что-то так работает. Мы здесь... наверное, мы здесь. Наверное, мы на месте. Так что мы нуждаемся в пище. После этого, возможно, некоторые мужчины пойдут с нами. Нанять можно. Староста здесь, вероятно, поможет нам. Нужно только найти его. Ой, звуки знакомые. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Господи, какая красота. Боже мой. Да вы просто посмотрите на это. Угу. Староста. У меня теперь только один вопрос. Как его найти? Обычно староста... Слушайте, раньше деревни были не такие большие. Это случаем не староста? Крестьянин. Что старосту найти? Ага, тап это выход. Подождите, а он с нами? Почему он не хочет говорить? Может быть, все-таки его в деревне именно нужно найти? Давайте поищем. Почему нет? Наверное, вряд ли. Староста это обычно стоит в каком-то очень видном месте. Может быть, у какого-то самого большого дома. Подросток. Школьник. Слушайте, вот это вот очень похоже на старосту. Крестьянин. Кто? О! Староста. Нам нужна помощь. Некоторые налетчики забрали нашего младшего брата и сестру в плен. Мы думаем, что они были здесь. Они тоже ваши люди? Жаль слышать это. Эти ублюдки сделали немного убийства. Короче, они грабили и убивали в этих краях. Мы думаем, что они ушли на север. Я думаю, есть несколько народных здесь, кто присоединится. Я думаю, что я буду переводить. Кривой перевод, но ничего страшного. Главное, что понятно. В общем, здесь есть люди, которые, скорее всего, к вам присоединятся. Пойду за ними. Платите свое снаряжение. Окей. Окей.
Так, активирован наем войск, я так понимаю. Да, теперь можно вот так вот сделать. Выйти. Да. Купить продукты. Шерсть, наверное, вряд ли можно будет есть. Давайте, я не знаю, нас не так много. Нет, шерсть мы пока не будем покупать. Давайте купим 3 мешка зерна. Ну, куда нам? Пока перебьемся. Нанять войска. А вы кто? Отряд вождя. Нихера себе мне тут заролилось. Тир 4. Смотреть бы, как он... Интересно, он как-то эволюционирует или... По 50 монет. А, вон кнопочка нанять всех. 300 монет, елки-палки. Пока, знаете что, наверное, мы тормознем. Давайте 3 их возьмем. Что меня пугает их цена. Пока я просто не знаю, ребята, насколько здесь актуально все это. Так, квесты. У нас, между прочим, есть квесты. Нанимать войска. А, еще одного нужно нанять. Хорошо. Еще одного возьму. Есть. Так. Пока все понятно. Ага, поговорите снова со старостой. О, теперь можно с ним так разговаривать. Рад, что вы нашли то, что вам нужно. Теперь поговорим о том, о чем разговаривали раньше. Есть странствующий врач, который лечит людей бесплатно. Мы его любим. Зовут его Тактеос. Тактеос. Последний раз мы его видели несколько дней назад. Он нес какой-то сундук, в котором он был... Короче, он нес сундук, не сказал, для чего он его несет. То есть он был очень, типа, загадочный в этот момент. Окей. Он отправился в дорогу буквально за несколько часов до налета. Мы волнуемся за него. Угу. Если вы можете следить... Короче, спасите его. Спасите этого врача, найти и спаси путешественника. Хорошо? Почему бы и нет? О, налетчики. Ля, школьники. Сколько у вас? 6? Че, 6 на 6? Хлестанемся? Угу. Ну, я очень надеюсь. Так, раньше было вот так. Ага. Forward! Стоим. Так, а ну-ка, ребятки. Дайте-ка папа вспомнит, как вообще стрелять в этой игре. Ручки-то помнят. В лицо попал. Короче, туши их, пацаны. Над ухом. Так, я понял. Ну что, пацаны, аниме? Давай, поехали. Блин, в лошадь попал. Спасибо, братцы. Помню даже еще, как и парировать, и все помню. Ручки не забыли. Слушайте, есть хедшоты. Круто прорисовано, на самом деле. Так, атакующие 6 из 6, обороняющийся 1 ранен. То есть в плен, что ли, взяли? Да? Плюс в плен сюда. Прикольно.
Ух ты, как здесь сделали. Ноги. Ага. Мгм. Да пока, наверное, все возьмем, все попродаем. Почему бы и нет. Давайте еще одних щеманем. Пока, конечно же, все просто. Давайте-ка мы Stay close! все за мной. Всадники очень жесткие, мы их прям... Ну-ка, братишки. Вот здесь вот, постойте-ка. Move! Forward! Ой-ой-ой-ой-ой, хедшот повесил. Kill them all! Думал, пойдет. В лобешник просто четко. Пока красивых шотов я не вешал. Знаете, так на ходу. Чтоб прям... Мне здесь всадники просто наши разрулили. Кстати, щиточек надо где-то намутить. Слушайте, ну всадники довольно сильные. Брат наш, получается. И несколько этих... Так. Опа, 3 сюда. Интересно, их также можно продавать, как в той части? Прочный. А, справа пишется типа мой, а слева это этот. Ага. Ага. А, вот как. Взять все. Ну что ж, друзья мои, предлагаю такой осветительный первую серию сделать, пока поставить на паузу. Пишите, ребят, в комментариях, вообще понравилось, не понравилось, ждали, не ждали. Ставьте лайк. Удачи всем, братва, берегите себя. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.